Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео представляю вам модель ажурной кофточки с воротничком пола. Сейчас очень модно использовать такие воротнички для вязания футболок или кофточек с длинным рукавом. Смотрите, можно связать как футболочку с прямым коротким рукавом, или можно кофточку связать как пуловер с длинным рукавом, зауженным к запястью. Такая модель отлично подойдет на прохладную погоду летом или на конец лета. Будет и не жарко, и не холодно. Здесь я использовала вот простой ажурный узор, как сеточка. Он очень легко вяжется, как круговыми рядами, так и прямым полотном, то есть в лицевых и изнаночных рядах. Узор этот, как вязать, я показывала в другом видео. Переходите по ссылке. В этом видео я тоже подробно покажу, как выполняется такой узор. Вообще в этом видео будем с вами подробно вязать кофточку. Здесь я показываю модель на размер 48-50. Если вы хотите приобрести описание вязания кофточки по петельной и скачать в формате PDF, переходите на мою страничку Boosty, там будет описание на размеры 44, 46, 48, 50, 52. Но попетельное описание, конечно же, рассчитано на указанную плотность вязания и на пряжу, которую я указываю, или пряжу с похожей толщиной нити. То есть, если вы используете другую ниточку, другую пряжу, более тонкую или более толстую, у вас будет другая плотность вязания, и вам необходимо будет делать свой расчет на вязание кофточки. В этом видео показываю все моменты вязания кофточки. Кофточка вяжется снизу вверх без боковых швов. Здесь я старалась сделать как можно меньше швов в этой модели. Далее вязание разделяется пополам, оформляются проймы для кофточки. Далее перед и спинка вяжется отдельно прямым полотном. По переду мы формируем вырез вот для воротничка. Одновременно вывязывается планочка. Далее выполняются плечевые швы. После плечевых швов мы вяжем воротничок и в завершении вяжем рукав. Рукав у нас вточной. Можно связать как короткий прямой рукав, можно связать длинный рукав. Длинный рукав здесь я тоже вязала круговыми рядами без шва по низу рукава. Делала прибавки, прибавленные петли включала в узор. И также здесь с помощью убавления окат рукава ввязывала, и остается только пара швов, это вточать рукава в проймы. И на этом все. Дорогие рукодельницы, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, если вам понравилась эта модель. Будем вязать еще много красивых вещей. Спасибо за внимание. Дорогие рукодельницы, я уже связала основную часть кофточки. Далее буду показывать основные моменты вязания данной футболки пола. Ну а вначале я хочу обратить ваше внимание, из чего вяжу эту футболочку. Это полухлопок, пряжа Нака Деним. Состав 60% хлопок, 40% акрил. Тактильно приятная пряжа. И здесь метраж, моточек 100 грамм, в нем 200 метров. Примерно вам потребуется 4-5 мотка или 400-500 грамм, в зависимости от размера, от вашего размера. То есть такой будет расход. И, конечно же, вначале необходимо связать образец вязания узора и измерить плотность вязания петель. Я использую спицы номер 4. Для вязания кофточки потребуются круговые спицы с длинной леской около 100 см для вязания основной части. И спицы с леской с длиной леской 40 для вязания рукавов. Спицы номер 3,5 можно использовать для вязания резинки, чтобы резинка была немножко стянута к низу. И этот узор, простой лаконичный ажурный узор, прямым полотном, как вязать, я показывала в отдельном видео. Конечно же, сейчас я еще подробно покажу, как вязать по кругу этот узор. И далее мы будем его использовать для вязания кофточки. Свяжите, конечно же, образец узора. Обязательно проведите ВТО, так как это все-таки пряжа с составом акрила. Она как бы немножко меняет плотность вязания после ВТО. Поэтому обязательно постирайте образец узора, распрямите его немножко, растяните, высушите, даже можете немножко отпарить, чтобы у вас вещь после ВТО не растянулась. И далее измеряем плотность вязания. У меня плотность вязания в ширину в 10 сантиметров,
4,5 раппорт узора составляет 4 петли, то есть 18 петель на 10 сантиметров. И высоту у меня раппорт узора составляет тоже 4 ряда. Высоту у меня в 10 сантиметров 34 ряда входит. И после того, как вы свяжете образец, можно приступать к расчету вязания петель для кофточки. Конечно же, для расчета вам потребуются мерки. Расчет исходит от обхвата груди, самой широкой части тела. У меня в описании представлены на данную плотность вязания, данную пряжу или схожую по толщине нити пряжу, если вы попадете в плотность вязания, на размеры 46, 48, 50, 52 с обхватом груди 84, 92, 100 и 105 сантиметров. Ну, смотрите, в этом видео я также расскажу пример расчета, и вы можете на свою плотность, на свои мерки рассчитать вязание кофточки. Здесь ничего сложного нету, и приступить к вязанию. Итак, дорогие рукодельницы, как вы видите, эта модель кофточки вяжется снизу вверх без боковых швов, вначале круговыми рядами. И вначале, прежде чем приступить к вязанию, нам необходимо рассчитать количество петель для начала вязания вот от низа для резинки. Но также это количество петель мы должны сопоставить с ажурным узором. И мы берем нашу мерку обхват груди. Например, у меня обхват груди 100 сантиметров. Для свободы я прибавляю 10 сантиметров, то есть я считаю количество петель для начала вязания на 110 сантиметров. У меня плотность вязания в ширину 18 петель, поэтому 110 на 18 делим на 10 равняется 198 петель. Но вот это вот высчитанное количество должно делиться на 4. Это количество петель в раппорте, а количество раппортов должно быть обязательно четным. То есть 198, если разделить на 4, равняется 49,5. Берем четное число 50. 50 умножить на 4 равняется 200. То есть 200 петель мне необходимо набрать для начала вязания кофточки. Итого у меня ширина кофточки вот здесь вот в ажурной части будет 55 сантиметров. Я не буду показывать, как набрать петли. Классический способ набора петель. Набрали петли, замкнули наборный ряд в кольцо и далее вяжите резинку 1 на 1 на высоту 5 сантиметров. Далее переходим на вязание ажурным узором. Смотрите, резинку вы можете вязать спицами номер 3,5, чтобы она была чуть поплотнее. Далее переходим на спицы номер 4 и продолжаем уже вязать ажурный узор. Итак, дорогие друзья, сейчас я покажу, как вязать ажурный узор по кругу. И сразу, прежде чем начинать вязать ажурный узор или сразу от начала вязания, вы можете все петли поделить пополам. То есть, смотрите, здесь в начале ряда ставим маркер как начало вязания ряда и через половину петель. То есть у меня 200 петель, делю пополам. Через 100 петель вот второй маркер, и получается, что у меня половина раппортов узора 25 для переда остается и для спинки. И смотрите, начинаем вязать. Вы, допустим, вяжете первый ряд ажурного узора, я уже заключительный ряд ажурного узора. И ажурный узор мы начинаем вязать не с накида, а с 2 петель, провязанных вместе с наклоном вправо. То есть вот у нас идет 2 лицевых. Здесь вы, допустим, провязали от начала резинку и можете один ряд лицевых петель или 2 ряда лицевых петель провязать и далее начать вязать ажурный узор. Ажурный узор формируем так. Первый ряд. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид и 2 петли с наклоном влево. Для этого петлю вот меняю стенки петли местами и за вторые стеночки провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой. И получилась петля с наклоном влево. И повторяем этот раппорт. 2 петли с наклоном вправо, накид, 2 петли с наклоном влево. Вновь третье повторение. 2 петли с наклоном вправо, накид, 2 петли с наклоном влево. Как вы видите, в этом ряду у нас, конечно же, количество петель уменьшается. То есть был раппорт на 3 петли, стал на 4 петли, стал на 3 петли. Но в следующем ряду мы вновь вернем прежнее количество петель. Итак, провязываю первый круговой ряд ажурного узора и далее второй ряд.
Итак, заканчиваю вязать первый ряд ажурного узора. Последний раппорт, 2 петли вместе, накид и 2 петли вместе с наклоном влево, лицевой. Перемещаю маркер и начинаю вязать второй ряд. Смотрите, первая лицевая, далее идет накид, и накид мы провязываем в начале лицевой, не сбрасывая накид со спицы, провязываем его изнаночной. И плюс еще одна лицевая, то есть у нас раппорт вернулся 4 петли. И продолжаем повторять: лицевая, накид, лицевая, изнаночная и лицевая. Так провязываем этот ряд. И далее еще плюс 2 ряда. Это просто 2 круговых лицевых ряда. То есть раппорт в высоту составляет 4 петли, 4 ряда. Итак, я в высоту провязала основную часть футболочки до высоты примерно здесь у меня 33 сантиметра. Если у вас рост больше, то есть у меня рост 165, мне этой длины основной части достаточно. То есть здесь у меня 20 раппортов узора в высоту будет, и я начинаю формировать пройму. Если у вас рост больше, то вы можете здесь еще провязать до высоты 35 или даже выше 38-40 сантиметров, и после уже начать формировать проймы. Итак, дорогие рукодельницы, связав основную часть на нужную длину до пройм снизу вверх, далее мы все петли делим напополам, то есть на перед и на спинку. Вот мы маркеры ставили, делили количество раппортов и количество петель напополам, и сейчас на одной стороне, на одной половине мы будем вязать спинку в начале, а затем перед, то есть прямыми и обратными рядами. То есть здесь мы продолжаем вязать ажурный узор, но уже выполняем узор прямыми и обратными рядами. И в начале, в первых рядах, конечно же, мы делаем убавление для пройм. В первом ряду здесь мы в начале убавляем 4 петли с одной, и в изнаночном ряду с другой стороны 4 петли убавляем. То есть всего у нас уйдет с боковых сторон по 8 петель или 2 раппорта узора с одной и с другой стороны. Такое примерно расстояние. Здесь мы можем уже убрать маркер начала вязания. Итак, вначале мы в первом ряду убавляем 4 петли. Первую петлю снимаем, далее провязываем лицевую и перекидываем снятую через лицевую. Вновь вторая петля, перекидываем, третья петля, убавляем и четвертая петля. Далее на следующих петлях, то есть мы 4 петли убавили, далее вот 3 петли провязываем, не формируя узор, просто лицевые. 1, 2, 3. И далее продолжаем вязать ажурный узор, как с первого ряда. То есть мы при вязании основной части закончили вязать ажурный узор после 4-го ряда. И вначале вяжем здесь как первый ряд ажурного узора. То есть 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, и 2 петли вместе с наклоном влево. Итак, мы провязываем здесь ажурный узор, не довязывая вот до второго маркера 2 раппорта ажурного узора. То есть мы 8 петель в конце провязываем просто лицевыми. Здесь мы в конце ажурный узор на 2 раппорта не формируем. Итак, в первом ряду вязания спинки вот до маркера второй боковой стороны осталось 8 петель, и эти 8 петель я просто провязываю лицевыми. Здесь уже маркер можно убрать. Поворачиваем вязание на изнанку и вяжем в обратном направлении. И в начале, здесь второй ряд изнаночный получается, мы делаем убавление, 4 петли убавляем. Первую петлю снимаем, следующую провязываем изнаночную и перекидываем первую через провязанную. Одну петлю убавили. Далее вторая петля убавляется, третья и четвертая петля. Теперь вяжем здесь по рисунку петель. Идет здесь 4 изнаночных. И далее идет накид. Накид мы провязываем в начале изнаночную, не скидывая накид со спицы, переводим рабочую нить за спицу и провязываем лицевую. Вновь 2 изнаночных. И провязываем накид. В начале провязываем изнаночной, переводим рабочую нить за спицу и провязываем лицевую и изнаночная. И так провязываем этот ряд до конца.
Заканчиваю вязать второй, это изнаночный ряд по спинке, и здесь последние 5 изнаночных петель провязываю. Довязав вот до боковой стороны, вновь поворачиваю вязание на лицевую сторону. И получается третий ряд проймы, и это получается у нас идет следующий ряд, второе убавление от боковой стороны для проймы. И смотрите, там я ошиблась, я сказала перечень убавлений 4 петли, потом 3, 2, 1, на самом деле 4 петли, 2 петли убавляем и 2 раза по одной, чтобы мы убавили общее количество от боковой стороны 8 петель. И смотрите, начинаем вязать, и мы здесь вот эту вот петлю распускаем, которую мы последнюю провязали как изнаночную, необходимо ее распустить. Далее первую петлю мы просто снимаем и перекидываем вот предыдущую петлю через следующую, чтобы у нас здесь была ровная вот такая вот сторона по пройме. Одну мы петлю убавили, далее мы следующую провязываем лицевую и вновь перекидываем предыдущую через провязанную. Вторую петлю убавили. И далее мы уже вяжем по рисунку. Здесь идет, получается, третий ряд ажурного узора. В третьем ряду здесь мы провязываем все петли лицевые. То есть мы в первом и втором ряду формировали ажурный узор. Третий ряд у нас идет по лицевой стороне, все петли лицевые. Четвертый ряд ажурного узора будет по изнанке, но там все петли мы провязываем изнаночные. Только мы, конечно же, со второй боковой стороны в четвертом ряду делаем тоже убавление петель, 2 петли с края убавляем. Покажу как. Итак, я заканчиваю третий ряд спинки. И здесь провязываю последние 3 лицевые. По сути, можно вот эту последнюю петлю не провязывать лицевой, так как все равно далее я ее буду распускать. Но мне так удобнее провязать, затем перевернуть вязание на изнанку. Четвертый ряд по спинке идет изнаночный. И вот я распускаю вот эту петлю, получается. А следующая петля тоже я ее переснимаю, не провязывая. То есть мы здесь с этой стороны в четвертом ряду убавляем 2 петли. Перекидываем вот предыдущую снятую через распущенную, точнее через снятую, и все, мы одну петлю убавили. Далее петлю мы провязываем по рисунку, это изнаночная, и перекидываем вновь предыдущую через провязанную. 2 мы петли убавили. И далее четвертый ряд вяжем все петли изнаночные до конца ряда. В следующем ряду, это будет уже 5-й ряд, мы начинаем лицевой ряд, новый раппорт узора, и мы убавляем по краям только по одной петле. Итак, я заканчиваю вязать 4-й ряд спинки, это изнаночный ряд, последний ряд раппорта, и последнюю петлю здесь я провязываю изнаночной, хотя ее можно и не провязывать, но мне так удобнее. Смотрите, далее поворачиваю вязание на лицевую сторону, и здесь вот эту вот петлю я распускаю, то есть назад вот подхватываю. Далее первую петлю, далее следующую тоже снимаю, не провязываю, и перекидываю вот распущенную через снятую петлю. Одну петлю мы убавили. В этом ряду мы убавляем только одну петлю с одной и с другой стороны, то есть в 5-м и 6-м ряду. И в 5-м ряду начинаем новый раппорт ажурного узора. И здесь мы смотрим по рисунку. Смотрите, мы как раз здесь убавили петли. Вот эта вот петля идет как последняя петля, и далее начинается раппорт. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. То есть у нас идут дырочки как раз друг над другом. И повторяем. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. И в этом ряду, закончив вот последний раппорт, здесь тоже остается вот после накида 2 петли вместе с наклоном влево и 1 лицевая. Ну, по сути, эту петлю можно не провязывать, просто переснять. Итак, заканчиваю 5-й ряд спинки. И здесь, выполнив последний раппорт, провязываю 2 лицевых. Ну, по сути, эту лицевую можно последнюю не провязывать, просто снять и повернуть вязание на изнанку. И далее у нас идет 6-й ряд. Вот эту вот непровязанную первую петлю мы снимаем. Вторую мы тоже снимаем. Здесь делаем одно убавление сбоку, с краю.
и перекидываем первую через вторую петлю. Далее мы вяжем ажурный узор. И смотрите, 6-й ряд это по сути 2-й ряд раппорта в высоту. Идет изнаночная, далее накид провязываем изнаночной, переносим рабочую петлю за спицу и лицевая. Далее изнаночная по рисунку, еще изнаночная и вновь накид. Изнаночная, переносим рабочую нить и лицевая. И так провязываем этот ряд до края. Тоже последнюю петлю можно не провязывать, просто переснять. И 7-й, 8-й ряд, это 3-й, 4-й ряд раппорта, будем делать по одной убавке тоже с двух сторон. Итак, заканчиваю вязать 6-й ряд спинки. И здесь последние 2 петли провязываю изнаночной. И вот эту вот последнюю петлю можно просто снять. Снимаю петлю и переворачиваю вязание. Теперь мы первую петлю вот эту не провязанную снимаем. Далее следующую первую петлю тоже мы снимаем и перекидываем. То есть в 7-м ряду мы сделали убавление вот с первой стороны. Далее получается это 3-й ряд раппорта узора, провязываем все петли лицевые. Также в этом ряду провязываем все петли лицевыми до конца ряда. Последнюю петлю можно не провязывать, просто переснять. Итак, я провязала 7-й ряд. Теперь последнюю петлю здесь лицевую снимаю, поворачиваю вязание на изнанку и 8-й ряд. По сути, 8-й ряд это заключительный ряд по спинке для формирования пройм. Здесь первую петлю снимаю, далее следующую тоже снимаю и перекидываю вот не провязанную через первую снятую. И 8-й ряд это 4-й ряд раппорта. Здесь мы все петли провязываем изнаночными. По сути, мы с двух сторон закрыли в 8-м ряду уже по 8 петель. И поэтому в 8-м ряду мы довязываем все петли изнаночные до конца. Последнюю петлю тоже провязываем изнаночной. Из 9-го ряда начинаем вязать лицевой ряд и первый ряд ажурного узора. То есть уже начинается 3-й раппорт ажурного узора по спинке. Заканчиваю вязать 8-й ряд спинки. Здесь довязываем все петли изнаночные до конца ряда. Поворачиваем вязание и начинаю 9-й ряд. И 9-й лицевой ряд, и это первый, как бы первый раппорт, первый ряд нового раппорта узора в высоту. И здесь мы начинаем, смотрите, как раз вот идет первые 2 петли, далее должен быть накид. И мы сразу делаем убавление, то есть 2 петли провязываем вместе. Здесь у нас не остается кромочной петли. Делаем накид и далее 2 петли с наклоном влево. И повторяем 2 петли вправо вместе, лицевой, накид, 2 петли влево. Далее, провязав 9-й ряд, ну, повторяется раппорт. Здесь мы вяжем спинку до высоты проймы нужной. Здесь мы пройму начинаем отсчитывать, то есть вот от самого низа. И сейчас я провяжу пройму вот от низа на высоту 18 сантиметров. И далее начну формировать вырез горловины по спинке. Далее, сформировав вырез горловины по спинке, закончив левое и правое плечо, перехожу к вязанию переда. Итак, дорогие друзья, я провязала ажурный узор по спинке до начала выреза горловины. Здесь я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 полных раппортов ажурного узора в высоту. И сейчас у меня высота проймы примерно 18 сантиметров. Я провяжу еще один раппорт и будет примерно 20 сантиметров высота проймы вот от низа, то есть от начала закругления и до верха плеча. То есть мне остается провязать ажурный узор только с одной стороны плеча и с другой стороны плеча. Я уже маркерами определила петли для выреза горловины. Смотрите, вот крайние розовые маркеры означают вырез, полный вырез горловины. Примерно в ширину 18 сантиметров вырез горловины. Здесь от желтого до желтого маркера центральные петли для выреза горловины. Я их закрывать не буду. Можно будет их временно либо закрыть крючком, либо переснять просто на леску или толстую нить. Далее эти петли я буду поднимать для вязания воротника. А вот эти вот угловые по 3 петли
пойдут на формирование угла для выреза горловины. Конечно же, они будут закрываться, и по вот этим уголкам дополнительно мы потом наберем петли для воротника. И вначале, конечно же, я закрываю вот правое плечо. Здесь начинаю новый раппорт ажурного узора только по плечу. И здесь начинаю раппорт с убавления 2 петли вместе, накид, меняю петлю местами стеночки и вновь 2 петли вместе с наклоном вправо. Итак, провязываю ажурный узор. Здесь по рисунку провязываю до розового маркера. И после розового маркера 3 петли провязываю только лицевые. Итак, я провязала первый ряд плеча. Здесь довязала до петель выреза горловины. И сразу эти петли я временно закрою с помощью крючка. Просто из каждой петли провязываю столбик. Использую любую контрастную ниточку, можно взять. Далее мы этот ряд столбиков распустим. У нас петли освободятся, и перенесем их на спицу для вязания воротника. И вот получается от желтого до желтого маркера я временно закрываю петли. Далее начинаю вязать второй ряд плеча. Здесь, смотрите, мы поворачиваем вязание на изнанку. И вот эту вот первую петлю, которую мы провязали лицевой в предыдущем ряду, я ее распускаю. Следующую петлю снимаю и перекидываю вот первую распущенную через снятую. Далее следующую провязываю изнаночной и перекидываю предыдущую через провязанную. То есть мы закрыли в этом ряду 2 петли. А в следующем изнаночном ряду закроем всего одну петлю, и все будет завершение закругления. То есть всего мы от края закроем здесь 3 петли. Далее вяжем ажурный узор. Здесь второй узор раппорта узора. Провязываем накиды изнаночная, лицевая, и изнаночный тоже вяжем по рисунку. Третий ряд плеча по лицевой стороне. И здесь мы провязываем просто ряд лицевых петель. Первую петлю снимаем. Далее по узору все петли лицевые в этом ряду. И здесь этот ряд мы довязываем до края выреза горловины. Здесь вот эту последнюю петлю, смотрите, можете провязать, можете не провязывать, просто переснять. И далее в следующем изнаночном ряду сделаем убавку от края выреза горловины. Итак, смотрите, заканчиваю третий ряд. Здесь уже можно убрать маркер. Петлю просто снимаю, не провязываю, и поворачиваю вязание на изнанку. И получается это заключительный ряд. Вот эту вот первую снятую петлю мы снимаем, вторую тоже снимаем и перекидываем вот первую через вторую. Все, это мы сделали третье убавление от края горловины. И провязываем этот ряд все петли изнаночной. И далее петли плеча, то есть здесь у меня вырез горловины будет завершен. Сейчас я довяжу и покажу. Итак, я провязала, получается, 4-й ряд плеча, это изнаночный ряд, и можно сказать, я плечо заканчиваю вязать. Смотрите, сейчас у меня высота проймы примерно 20-21 сантиметр. Плечо 14 сантиметров. И вырез горловины по спинке здесь получается всего около 2 сантиметров. Конечно, здесь не нужен глубокий вырез горловины по спинке. И сейчас я петли плеча временно закрою. Смотрите, здесь я не оставляю длинную нить, так как буду от второго плеча использовать нить для закрытия петель. Смотрите, петли оставляю открытыми, то есть я их временно закрою также с помощью крючка, как и петли для выреза горловины. Затем я их открою, и со вторым плечом также оставлю открытыми петли для второго плеча по передней стороне. Буду закрывать и делать плечевой шов одновременно методом 3 спиц. Конечно же, этот момент я тоже покажу. А пока временно закрываю петли плеча. Здесь вот это тоже подтягиваем. Приступаю к вязанию левого плеча. И здесь, смотрите, в начале от края выреза горловины мы здесь присоединяем нить, и первый ряд плеча вяжем как по лицевой стороне, и здесь первый ряд ажурного узора идет.
Но здесь вначале мы-то, конечно же, должны сделать убавление. Смотрите, для присоединения нитей я делаю как начальную петлю на спицу и эту петельку пока снимаю. Далее первую петлю снимаю, не провязывая. Вторую петлю провязываю, вот захватываю вот эту сделанную начальную петельку. И затем перекидываю первую снятую петлю через вторую провязанную. Еще раз делаем убавление второе. Также провязываем следующую петлю лицевой. Так, здесь хвостик убираю. Провязываю лицевой и перекидываю первую петлю через провязанную. Далее вот маркер идет. И далее еще одна лицевая петля до начала вязания ажурного узора. И далее вяжем первый ряд ажурного узора, формируя вот ажурный рисунок. Довязав первый ряд до края плеча, далее второй ряд по изнанке мы вяжем ажурный узор по рисунку до края выреза горловины. Итак, я провязала второй ряд по изнаночной стороне и провязала все петли до конца. Но при начале вязания третьего ряда, смотрите, от края горловины вот эту вот последнюю петлю распускаю. Далее убираю маркер. Следующую петлю провязываю лицевой и перекидываю вот первую распущенную петлю через провязанную. Далее лицевой идет третий ряд ажурного узора, все петли лицевые до края плеча, и четвертый ряд провязываем заключительный ряд по изнанке, все петли изнаночные до края горловины. И далее точно так же, как правое плечо, обрезаю нить и временно закрываю все петли крючком, контрастной нитью. Итак, дорогие друзья, показываю моменты вязания передней стороны. И смотрите, здесь в начале вязания переда мы присоединяем нить к началу вязания лицевого ряда. Это первый ряд раппорта ажурного узора. И точно так же, как при вязании спинки, в первых 8 рядах мы делаем убавление для формирования пройм слева и справа. То есть в первых рядах 2 убавляем по 4 петли, затем в 2 рядах по 2 петли и 2 раза по 1 петли. В высоту будет провязано 2 раппорта с убавками. И далее после убавления для пройм прямо я еще провязала 2 раппорта или 8 рядов. И теперь я буду вязать перед, разделив на правую и левую полочку. И здесь будет до выреза горловины идти как бы разрез резинка планочка. И для этой планочки я выделила центральные 8 петель. То есть мы сейчас будем вязать правую сторону, далее, закончив вязать правую сторону, довязав до верха плеча, присоединим нити, провяжем левую сторону. И вот выделив 8 петель, начинаю как бы формировать только правую сторону, как обычно, с первого лицевого ряда ажурного узора. То есть для того, чтобы не сбиться в формировании узора и планочки, всегда начинаем с первого ряда. Итак, в начале от, получается, проймы провязываю вот до маркера. Здесь вот у меня ажурный узор и 2 лицевых остается до маркера. То есть здесь я провязываю вот отмеренное количество петель ажурного узора, здесь 2 лицевых, и далее 8 центральных петель провязываю резинкой 1 на 1. Итак, я провязала ажурный узор от проймы. Здесь осталось 2 петли до центральных петель, провязываю 2 лицевых и далее перехожу на вязание резинки. Здесь, кстати, маркер лучше не убирать, просто перекидываем его. И начинаю изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 8 петля лицевая. Провязываем ее. Здесь мы уже второй маркер убираем и поворачиваем вязание на изнанку. И в обратном направлении вяжем так. Первая петля, мы ее снимаем как кромочную, формируем рабочая нить впереди. Далее по рисунку идет лицевая резинка. Вяжем резинку 1 на 1. И вновь изнаночная по рисунку, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Маркер перекидываем. И далее второй ряд получается ажурного узора. Здесь в начале 2 изнаночных по рисунку, еще 1 изнаночная, идет накид, провязываем изнаночная, нить перекидываем и лицевой. Вновь 2 изнаночные и накид провязываем 2 петлями, изнаночная, нить перекидываем и лицевой.
Далее в следующих рядах, то есть мы здесь довязываем до проймы. И далее продолжаем вязать только правую сторону. Далее третий ряд ажурного узора. Здесь все петли лицевые по выделенным петлям планки провязываем узор резинки. И, соответственно, четвертый ряд изнаночный то же самое. Итак, мы довязываем правую сторону полочки до выреза горловины по переду. Но по переду у меня будет вырез горловины ниже, чем по спинке, на 8 рядов или на 2 раппорта ажурного узора ниже. Мне удобнее ориентироваться вот именно по раппорту ажурного узора, именно по вот этим дырочкам. Итак, дорогие рукодельницы, я довязала правую полочку до начала выреза горловины. И здесь, смотрите, я уже поставила маркеры. Край выреза горловины. Здесь красный маркер я от, получается, то есть петли планочки 8 петель и плюс еще 10 петель отмерила. Это будут те петли, которые я буду временно закрывать. И плюс 3 петли это петли, которые буду закрывать по краю горловины для формирования вот такого закругленного угла. То есть то же самое, как здесь по спинке. Здесь 18 петель это половина петель, которые мы временно закрыли по спинки, плюс 4 петли. Итак, вот этот розовый маркер, вот эти вот петли как бы мы оставляем открытыми, то есть можно их сразу закрыть с помощью крючка, переснять на дополнительную спицу, на другую контрастную нить. Сейчас мы будем вязать только вот от красного маркера до проймы петли и формировать именно плечо. Мне остается до высоты плеча провязать 3 раппорта ажурного узора, и здесь вот до края выреза горловины получается 2 раппорта. Но формировать закругление я сразу буду при вязании вот первого раппорта ажурного узора. И сейчас вот получается вновь начинаю первый ряд раппорта ажурного узора от проймы, довязываю до красного маркера узор, точнее до розового маркера довязываю ажурный узор, а вот эти 3 петли будут просто идти лицевые. Итак, я довязала первый ряд ажурного узора до розового маркера. Тут одна петля остается лицевой. Здесь переснимаю пока маркер, не убираю. 3 петли лицевые. Последнюю петлю можно не провязывать, но я ее провяжу, потом в следующем ряду эту первую петлю я сниму. И теперь вот эти вот петли закрою временно крючком. Также делаю начальную петлю на крючок. И закрываю на каждой петле, провязываю столбик. Затем контрастную нить распущу, ряд столбиков, и у меня будут открытые петли для вязания воротника. Итак, начинаю вязать второй ряд ажурного узора. Здесь поворачиваю вязание, первую петлю вот здесь распускаю. И далее делаю убавление в этом ряду. Мне необходимо сделать от края горловины 2 убавки. Следующую петлю тоже просто снимаю, не провязывая, и перекидываю распущенную через провязанную. Следующую петлю провязываю изнаночной и еще раз перекидываю предыдущую петлю через провязанную. То есть мы закрыли от края 2 петли. Перекидываю маркер. Далее второй ряд вяжу ажурный узор по рисунку. Здесь провязываю 2 изнаночные, далее накид, провязываю изнаночные и лицевой. И так довязываю ажурный узор до края проймы. Заканчиваю вязать третий ряд, и здесь мы провязываем просто от проймы все петли лицевые. Последнюю петлю после розового маркера можно не провязывать, просто ее переснять. Ну или можно провязать и в начале следующего ряда распустить, так как здесь мы делаем от края последнее убавление. Эту петлю мы не провязанную снимаем, далее следующую тоже снимаем, не провязывая, и перекидываем первую через вторую петлю. И далее четвертый ряд провязываем все петли изнаночные с направлением до проймы. Мы сделали все убавки от края горловины. И по сути далее мы провязываем на высоту 2 раппортов ажурного узора до высоты плеча по спинке. То есть еще провязываем 8 рядов.
И далее будем выполнять плечевой шов методом закрытия на 3 спицах. Итак, дорогие рукодельницы, я довязала правую половинку, плечо до той же высоты. И теперь буду сразу выполнять плечевой шов, чтобы не оставлять нить, временно не закрывать петли. Сейчас сразу выполню плечевой шов методом закрытия на 3 спицах, или можно с помощью крючка то же самое выполнить. И здесь главное, находим конец временного закрытия петель крючком. Вот первый столбик распускаем, и далее вот все петли у нас тоже легко распускаются. И сразу эти петли переснимаем на спицу. И далее уже по открытым петлям буду их сразу закрывать и выполнять плечевой шов. Итак, приступаю к выполнению плечевого шва. Смотрите, вязание переворачиваем наизнанку. У нас одинаковое количество петель на плечах, петли открыты, и начинаем выполнять шов. Смотрите, можно с помощью спицы, можно с помощью крючка. Вводим спицу вот за первую полупетельку и за вторую полупетельку. Затем захватываем рабочую нить и провязываем как лицевую петлю и сбрасываем вот 2 петли со спицы. Мы провязали пока 2 петли просто вместе. Далее вновь в следующие 2 полупетли с одной и с другой спицы вводим спицу и провязываем тоже их вместе лицевой, а предыдущую петлю теперь перекидываем через провязанную. Можно любую спицу взять и перекинуть. Так, приступаю к вывязыванию левой стороны, левой полочки переда. И для начала вязания необходимо набрать петли вот за планочкой резинкой, которую мы связали по центру, на центральных 8 петлях. И смотрите, вначале мы набираем петли от края планочки к ее как бы на 8 петель. То есть от края сюда вглубь. То есть у нас будет планочка идти как бы внахлёст. И лучше всего это делать с помощью крючка. И смотрите, набираем петли так. Сначала вот идет как кромочная петелька. И вот здесь вот за вот эту вот перемычку заводим крючок и вытягиваем петлю на крючок. Потом мы этот хвостик закрепим, пока он пусть остается свободным. Далее мы идем как бы горизонтально вот над лицевой петлей. Тоже за перемычку вводим крючок, точнее под, и вытягиваем петлю. Далее идет у нас полоска вертикальная изнаночных петель, тоже за перемычку вводим крючок и вытягиваем. Затем полоска лицевых петель и также за перемычку. Получается это ряд лицевых петель перед вязанием резинкой. И на как бы полупетлях этого ряда мы вытягиваем 8 петель для планки. И вот последняя дорожка лицевых петель. И это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 петля. Вытянули мы 8 петель на крючок, и эти 8 петель мы переснимаем на спицу. Вот хорошо, если у вас крючок без ручки, тогда просто переснимаем. Здесь закрепляем кончик обязательно. И 8 петля. Так, и начинаем вязать первый ряд. Вот как раз мы вначале вяжем резинку от края, затем провязываем ажурный узор к пройме и продолжаем вязать вот на ту же высоту как бы планки до выреза горловины по переду. Здесь мы, получается, от края начинаем вязать. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Далее у нас идет изнаночная, провязываем изнаночную, вновь лицевая, изнаночная, лицевая. Здесь я петли переворачиваю как надо, лицевая, изнаночная,
лицевая и вот последняя изнаночная. Здесь начало вязания я не закрепила, далее потом закреплю. И далее уже переходим на вязание ажурного узора. Здесь смотрите, вновь 2 лицевые, как бы чтобы начать вязать раппорт по узору. То есть здесь у нас 2 лицевые не включены в полный раппорт, поэтому просто вяжем их 2 лицевые. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. То есть продолжаем вязать ажурный узор по рисунку. И далее второй ряд изнаночный, провязываем изнаночный второй ряд по узору и в конце тоже планочку резиночкой и вяжем вот на ту же высоту до выреза горловины. Итак, при вязании левой стороны, смотрите, я довязала до выреза горловины, и получается, что вот изнаночный ряд, следующий, вот заключительный ряд, я довязываю до выреза горловины. Здесь петли временно закрываю крючком, то же самое количество петель, что здесь, то есть не довязывая до края планки мы закрываем. И теперь мы вяжем ряд по лицевой стороне, и в этом ряду мы начинаем закрывать от края горловины петли для закругления уголка края горловины. Это будет 3 петли, в этом ряду 2 петли и еще через изнаночный ряд 1 петля. И продолжаем, конечно же, вязать ажурный узор. Смотрите, здесь первую петлю мы распускаем, далее следующую мы петлю снимаем и перекидываем распущенную через снятую петлю. И здесь получается я провязываю лицевую, еще одну лицевую до начала следующего раппорта ажурного узора. И здесь уже ажурный узор, первый ряд как узора, вяжу по рисунку петель. То есть чтобы у нас ажурный рисунок сеточки, вот дырочка над дырочкой располагались как бы ровно. Итак, провязываю первый лицевой ряд ажурного узора, далее второй ряд по изнанке, провязываем ажурный узор до края горловины и не довязывая здесь одну петлю, далее в следующем ряду делаю одну убавку тоже от края горловины. Итак, я провязала второй ряд и здесь не довязывая вот петлю одну, поворачиваю вязание на лицевую сторону. Здесь эту петлю тоже переснимаю. Далее следующую петлю тоже снимаю и перекидываю, вот, которую не провязана, через снятую. И далее третий ряд ажурного узора, это все лицевые петли. Далее четвертый ряд, все по изнанке, все изнаночные петли. И по сути далее мы уже убавления не делаем от края горловины, просто еще 8 рядов провязываем до верха плеча, как по спинке, и выполняем плечевой шов так же, как я показала на первом плече. И после того, как мы закончим вязать основную часть, переходим на воротник. Свяжем воротник, и далее уже остаются только рукава. Итак, дорогие рукодельницы, выполнив плечевые швы, далее приступаю к вывязыванию воротника. И вначале я петли, которые временно закрывала по переду и по спинке, переснимаю на спицы. Кстати, спицы я взяла на пол номера меньше. Для основы у меня были спицы номер 4. Для воротника, для вязания резинки воротника буду использовать спицы номер 3,5. Не фокусируется. Итак, здесь очень просто мы распускаем вот ряд провязанный крючком и переснимаю петли. Кстати, петли лучше сразу переснимать так, чтобы первая стеночка была впереди, вторая как бы с обратной стороны спицы, как при классическом способе вязания петель. По боковым сторонам мы будем набирать петли в процессе вязания первого ряда. Итак, дорогие друзья, приступаю к вязанию воротника. И первый ряд, в процессе которого буду набирать петли по кромке. Воротник, конечно же, будем вязать резинкой 1 на 1. Первую петлю кромочную здесь я снимаю. Далее идет изнаночная, следующая, провязываю ее по рисунку
изнаночной. Хвостик потом закреплю на изнанке. Далее лицевая, изнаночная. Это мы продолжаем вязать воротник по планке. Здесь была провязана резинка, и по рисунку резинки мы провязываем петли. Вот лицевая последняя петля, и далее изнаночная. То есть продолжаем узор резинки. Здесь до все петли провязываем, которые мы оставляли резинкой, и далее будем набирать петли. Так, лицевая и изнаночная. Далее, смотрите, можно вот тут поднять петлю ниже, перекидываю ее на спицу и провязываю лицевой. Далее продолжаем дальше набор петель. Тоже вот ниже кромки поднимаю петлю, полупетлю следующую, и провязываю ее изнаночной. Так, поднимаемся выше, вот над следующей кромкой. Вот она полупетелька, тоже ее поднимаю на спицу, и по рисунку она идет лицевая. Далее следующая кромка, поближе покажу. Вот здесь полупетля идет, и по рисунку она изнаночная. Следующая кромка, здесь рядом поднимаем полупетлю за кромкой и ее провязываем лицевой. Итак, мы набираем по краю кромки все петли вот до следующего, и, конечно же, набирайте столько петель и продолжайте вязать узор резинки. Здесь набираем по боковой стороне, провязываем петли спинки по второй боковой стороне, и здесь провязываем. Конечно же, необходимо здесь совместить узор резинки воротника. Далее обратный ряд, получается, по изнанке вяжем тоже по рисунку резинки, и вяжем воротник мы примерно на 10 сантиметров высотой. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала воротник резинкой на высоту 10 сантиметров, и сейчас я буду закрывать петли с помощью иглы. Полный мастер-класс закрытия петель данным способом с помощью иглы смотрите по ссылке в описании или в подсказке. Но сейчас я тоже вам покажу быстро такой способ закрытия петель. Дорогие друзья, начинаю закрывать петли резинки от кромки. И здесь начальный шаг. Вначале делаю первый стежок, завожу с изнанки на лицевую сторону иглу, как за первую стеночку кромочной петли, или как за первую стеночку лицевой петли. И эту петлю сбрасываю со спицы, сильно не затягиваю, чтобы она осталась свободной. Далее второй стежок, заводим иглу с лицевой на изнанке в следующую изнаночную петлю. С лицевой на изнанку выводим и протягиваем нить. Слишком не затягиваем, пока изнаночную петлю мы не сбрасываем. Следующий стежок, смотрите, заводим иглу за вторую стеночку как кромочной петли и первую стеночку следующей лицевой петли. Делаем стежок. И заключительный шаг. Вновь мы вводим иглу изнаночную петлю, но теперь с изнанки на лицевую. И протягиваем нить. Нить у нас должна ложиться сверху. Вот так вот. И теперь мы 2 петли, изнаночную и лицевую, можем сбросить со спицы и немножко подтянуть нити. Повторяем 4 действия. Смотрите, в начале стежок в изнаночную петлю от себя с лицевой на изнанку, протягиваем нить. Второй стежок в лицевые петли впереди за вторую стеночку предыдущей петли и следующую первую стеночку следующей петли лицевой, и протягиваем нить. Далее стежок в изнаночную петлю, только с изнанки на лицевую, то есть на себя игла, и делаем стежок. И сбрасываем 2 петли. Немножко подтягиваем нить, но не сильно. Повторяем эти действия. Вкалываем иглу в изнаночную петлю движением от себя
протягиваем нить. Далее в лицевые петли вторую петлю предыдущей и первую полупетлю следующей лицевой протягиваем через эти две полупетли нить. Третий стежок, третье действие в изнаночную петлю, только движением на себя с изнанки на лицевую выводим нить и протягиваем. Четвертое действие, сбрасываем 2 петли, немножко подтягиваем, но не сильно, чтобы у нас не затянулась вот эта вот лицевая петля. И вот уже формируется вот такой край. Повторяем действие. Дорогие рукодельницы, я связала кофточку, но пока у меня вот такой вот пробный вариант. Один рукав я связала длинный, другой рукав короткий. Я все-таки решила остановиться на длинном рукаве, хотя короткий тоже смотрится отлично, как футболочка пола, но мне кажется, из такой пряжи отлично подходит длинный рукав, получается такой летний ажурный пуловер. Он приятный, с длинным рукавом, на прохладный вечер отлично подойдет вместо легкой кофточки. Сейчас коротко расскажу, как вязала короткий рукав, и покажу, как вывязывала длинный рукав с прибавлениями. Здесь я не выполняла шов, вязала круговыми рядами на чулочных спицах. Здесь тоже я вязала короткий рукавчик без убавок, получается сразу на ширину проймы набирала рассчитанное количество петель. Вначале на спице номер 3,5 провязала резиночку планку не слишком широкую, и далее перешла на ажурный узор. И далее я довязала рукавчик до длины 15 сантиметров, и после я формировала окат рукава. Окат рукава провязывала вот 2 раппорта ажурного узора от начала ряда. Здесь получается мы вяжем прямыми обратными рядами. От начала рукава в начале ряда закрыла 4 петли, затем в следующем ряду в изнаночном тоже закрыла 4 петли, далее закрывала 2 петли, еще раз 2 петли и 2 раза по 1 петле. И можно сказать точно такие же убавления, как при формировании проймы. Здесь тоже выполнила точно такие же убавки, оставшиеся петли закрыла, и получается вот такой у нас вточной рукавчик. Хотите, вяжите короче, длиннее, в общем, по своим как бы размерам. Если вы хотите связать длинный рукав, то тут, конечно же, нужно рукав заузить к запястью. Здесь я рассчитала ширину узора по запястью. На необходимую ширину тоже набрала на спице номер 3,5, провязала планку резинка 1 на 1, чуть пошире, здесь примерно 5 сантиметров. Далее перешла на спицы номер 4 и начала вязать ажурный узор. И далее здесь в первом ряду я прибавила плюс 1 петлю. То есть если мы здесь вяжем, у нас количество петель четное делится на 4. Для резиночки мы тоже набираем четное количество петель, делится на 4 по раппорту узора, то здесь в начале ряда прибавляю плюс 1 петля, а здесь я набирала 48 петель, плюс 1, 49 петель. Эту петлю добавочную я выделила маркером и относительно нее делала прибавки. Прибавки делала каждый 4-й ряд, то есть в начале вязания ажурного узора, первый ряд, я выполняла прибавки. И далее, когда у меня с одной и с другой стороны от выделенной петли по количеству раппорта добавляется 4 петли, то есть это получается при вязании уже 5-го ажурного раппорта, я эти петли включаю в узор и далее так выполняю прибавки. Получается, мы сразу здесь рассчитываем как бы на окружность, то есть ширина умноженная на 2. Далее довязываю рукав уже без прибавок, то есть у нас вот эта одна добавочная петля, тоже мы ее оставляем выделенной, так как она у нас будет означать как низ рукава. То есть относительно нее мы далее будем формировать окат рукава, то есть делать убавление для оката рукава, и она будет у нас пришиваться в самом низу проймы. То есть мы далее довязали ажурный узор до нужной длины, уже без прибавок. И относительно вот этой выделенной петли, тоже в первом ряду мы, допустим, эту же петлю тоже включаем в убавки. Убавили, допустим, 5 петель, в следующем ряду в изнаночном 4 петли. Далее еще в 2 рядах по 2 петли.
И еще в 4 рядах по одной петле. И затем оставшиеся петли закрываем и вшиваем рукав в пройму.